Он был так удивлен. Он был уверен, что не сделал ничего, что могло бы оправдать это. Теперь там были копы, и он понятия не имел, почему. Но потом его посадили в полицейскую машину и повезли неизвестно куда. Было еще темно. Птицы даже не проснулись. Но Эдвард проснулся, и он привлек внимание полиции. Они мало что ему объяснили, только то, что его босс велел им найти его. Эдвард Лендри едва мог позволить себе оплатить свое образование и уход за престарелой матерью. Он был всего лишь студентом колледжа, но понятия не имел, что всего через несколько дней станет мишенью. Но Эдвард, наконец, нашел прекрасную возможность. Он нашел работу в транспортной компании. Предполагалось, что он приедет и поможет перевезти коробки и мебель в следующий дом клиента. Его устраивала зарплата, и он решил попробовать. Но все пошло наперекосяк. Эдвард проработал там неделю. Это была неделя обучения, чтобы понять, подходит ли он для этой работы. Он старался изо всех сил, чтобы произвести хорошее впечатление на своего босса, Джорджа Сандерленда. Он казался увлеченным человеком. Джордж не произвел на Эдварда впечатление человека нервного. Но он был бы неправ, если бы его босс узнал о его поступке. И это навсегда изменило бы его жизнь. На следующей неделе у Эдварда был первый нормальный рабочий день. Но именно тогда случилось невероятное. У него проблемы с машиной. Он не мог добраться до работы, а до нее было более 20 миль. Как он туда доберется? Эдвард, к счастью, повидал немало трудностей и знал, что всегда может составить план. Он был готов на все, лишь бы приступить к работе. Но он не подозревал о проблемах, которые возникнут из-за его решения. Эдвард принял трудное решение. Он бы прошел весь путь до работы пешком. Но это заняло бы у него несколько часов, поэтому ему пришлось начать ходить на работу пораньше. Это была 20-мильная прогулка, и он бы это сделал. Когда он уходил на прогулку, ему казалось, что он во всем разобрался. Но он понятия не имел, что его босс узнает о том, что он делает, и вызовет полицию. Но что же он такого плохого сделал? Эдвард чувствовал усталость, но он почти добрался до цели. Большую часть пути он прошел пешком, и оставалось пройти еще немного. Он регулярно делал перерывы, чтобы перевести дух. Но на последнем отрезке у него открылось второе дыхание. Но в этот момент он увидел мигающие огни позади себя. Затем он заметил, что это были красные и синие вспышки. Он точно знал, кто это был, но понятия не имел, что произойдет дальше. Это была полицейская машина. Они включили сирену и остановились позади него. Он не хотел неприятностей, но знал, как часто это случается с людьми. Кроме того, вокруг не было никого, кто мог бы увидеть, что с ним случилось. Двое полицейских медленно вышли из своей машины и направились к нему. На их поясах висели пистолеты и наручники. Но он понятия не имел, что они собирались ему сказать. Полицейский выглядел так, будто им нужно поспать. Должно быть, у них была ночная смена. Они попросили у него удостоверение личности, и Эдвард вытащил свой бумажник, чтобы показать им. Но его первой ошибкой было показать им, кто он такой. Теперь, когда они поняли, что нашли нужного человека, они попросили его о чем-то, что он бы с большой неохотой сделал. Но в конце концов у него не было выбора. Двое полицейских переговорили между собой, прежде чем оглянуться на Эдварда. «Сэр, не могли бы вы, пожалуйста, пройти с нами?» Сердце Эдварда упало. У них на него ничего не было, так почему же они его увозили? Мысли проносились у него в голове, пока они провожали его до машины. Теперь он пропустит свой первый рабочий день. Но они что-то скрывали от него. Он спросил их, что он сделал не так, но мужчины просто покатились со смеху. Они сказали ему, что не спрашивали его, и что кто-то хотел его видеть. После этого у него появилось еще больше вопросов. Но после того, как копы ухмылялись друг другу целую вечность,
Они, наконец, посвятили его в свой маленький секрет. Они сказали ему, что их прислал Джордж Сандерленд, его босс. Эдвард не находил слов. Он не понимал. Он не сделал ничего плохого. Как вообще полиция оказалась вовлечена в это дело? Следующее, что он помнил, это как его сажают на заднее сиденье патрульной машины и куда-то везут. На улице по-прежнему было темно, как в тумане. В 7 утра выглянуло солнце. Птицы даже щебетали, а Эдвард был на пути неизвестно куда, после того, как его подобрали 2 полицейских. Все, что они сказали ему, это то, кто дал им наводку на его поиски. Его босс. После 30 минут молчания в патрульной машине они, наконец, остановились у автосалона. Эдвард, как всегда, был сбит с толку. Но затем он увидел своего босса, который ждал его у машины. Он проработал у него всего неделю. Что он сделал не так? Но его босс тут же все разъяснит. Он объяснил Эдварду, что слышал о том, как тот ходил на работу пешком после полуночи. Ему это совсем не понравилось. Но вскоре его босс потерял бдительность и подмигнул Эдварду. Он не понимал, что происходит. Его начальник объяснил, что мать Эдварда позвонила ему и рассказала о его преданности работе. Далее он объяснил, что не мог допустить, чтобы кто-то из его сотрудников так поступил. Особенно после того, как его мать рассказала обо всех трудностях, через которые им пришлось пройти, что в конечном итоге означало, что он должен был получить эту работу в первую очередь. Джордж сообщил Эдварду, что его мать рассказала ему о том, как они потеряли свою собственность в Новом Орлеане в результате урагана Катрина, что им пришлось переехать через всю страну, и что Эдварду нужно было не только найти способ оплатить свое обучение, но и заботиться о своей матери. Он сказал Эдварду: «Тебе и так досталось, не так ли, сынок?» Он подмигнул Эдварду еще раз, прежде чем вручить ему маленький предмет. Эдвард осмотрел их и расплакался. Это были ключи от машины. Его начальник купил ему совершенно новую машину, чтобы он мог без проблем ездить на работу каждое утро. Он мог продать свою старую ненадежную машину и на вырученные деньги оплатить значительную часть своего обучения. Эдвард потерял дар речи. Он не мог поверить, насколько добр был его босс. Он никогда раньше не сталкивался с человеческой добротой в такой степени. Он знал, что отныне его жизнь станет намного проще.